Привет, друзья, Миран на связи. Проблемы многих групп гораздо приземленнее, нежели пиратство или отсутствие финансирования. Зачастую команду подкашивают внутренние распри. Избежать их можно, играя одному, пользуясь услугами сессионных музыкантов или наоборот, окружая себя исключительно близкими людьми. Okay, to Thomas. May all your ups and downs be in bed. Peter Falcone. There you go. Excuse me. No, I don't want your autograph. Братская музыка. Сегодня на Metal Music Madness. Ну что ж, приступим к разбору семейных тяжелометаллических архивов и начнем с греческого города Афины. Там уже 24 года назад братья Спирос и Кристос Антониу основали существующую и поныне группу Septic Flesh. Глядя на историю Septic Flesh, сразу виден плюс кровного родства. За 24-летнюю историю коллектива в составе группы числятся ее основатели – братья Антонио и Сатирис Вайнос. Да, были у них там мелкие замены в лайнапе, до ударника пару раз сменили, но это мелочи. Блин, да они уже почти четверть века рубят, вот это действительно показатель. Ну а их распад с 2003 по 2007 можно простить. У некоторых это обычный перерыв между альбомами. Да? Yes, sir! Ну что ж, пора и о музыке поговорить. Septic Flesh — это атмосферный симфоник death metal, когда-то тягучий, когда-то бодрый, с весьма эпичными оркестровками. На ранних альбомах все было довольно просто. Среднетемповые композиции, сэмплированные ударные, начало 90-х. Окей. Но вот оркестровые аранжировки уже тогда были на высоте, ну и сейчас таковыми остаются. Вообще, братья Антонио весьма талантливые ребята. Вот, например, Кристос. Он не только имеет степень магистра в музыке, но и активно ею, так сказать, пользуется. Помимо работы в Septic Flesh, он вместе с барабанщиком группы Фотисом Бинардо заведует студией Diva Sounds. Ну и пишет настоящую музыку для настоящих оркестров. А его старший брат Спирос крайне плодовитый художник. Именно он автор кавер-артов для всех альбомов Septic Flesh. Ну и еще для порядка сотни других. Так что Septic Flesh вы можете не знать, но с работами ее основателя, я думаю, вы уже встречались. Начиная с альбома Communion, выпущенного в 2008 после пятилетнего перерыва, группа убрала пробел в названии «Важно» и привнесла в свою музыку чуть больше скорости и агрессии. Получилась убойная такая детхня. Ну и до сих пор Septic Flesh гнет эту линию. А сейчас все замерли в предвкушении, ведь в конце этого месяца выходит новый полноформатник «Титан», который нужно будет обязательно купить. Купить, не скачать. Ну, а теперь поговорим немного о грустном. Сейчас речь пойдет о детище двух польских братьев – Васлава и Витольда Келтика, о technical death metal формации Decapitated. Decapitated – одни из инноваторов жанра, чья история начинается в 1996 году. На тот момент братьям-основателям было всего-то 12 и 16 лет.
Такие вот весьма молодые пареньки сразу сели за работу, начали нарабатывать скилл, записывать демки, а в 2000 году у них уже вышел первый полноформатник Winds of Creation. С самого первого полновеса Decapitated взяли высокую планку. Материал этого альбома, несмотря на юный возраст музыкантов, записан и сведен очень хорошо. Но ударным талантом 15-летнего Витольда можно только восхищаться. Ну а потом закрутилось, понеслось. Молодых польских дедстеров общественность приняла очень хорошо. Группа начала повсеместно давать концерты, ездить в туры. Ездить. Ну и еще на протяжении 3 альбомов, вплоть до конца октября 2007-го, все шло просто отлично. Ну а потом случилась жопа. По дороге на концерт в город Гомель, что в Беларуси, автобус Decapitated столкнулся с лесовозом недалеко от границы с Россией. Братья Келтика и вокалист группы Адриан Кованик получили серьезные травмы. Вацлав выкарабкался, Адриан выкарабкивается до сих пор, а вот Витольд умер в российской больнице 2 ноября. Да, это, наверное, первая такая крупномасштабная печаль в рамках нашей передачки. На момент смерти Витольду было всего 23 года. Он был действительно талантливым драмером. Да и у вокалиста Кована тоже на самом деле дела не очень. Он хоть и выжил, но до сих пор полностью не восстановился. Сбор средств на его лечение идет и сейчас. А знаете, что это значит? Самое время показать, что нам не безразлична судьба польских музыкантов. После того инцидента Decapitated, ясное дело, ушли в Hold On. Однако уже в 2009 году Вацлав снова собрал состав и возобновил работу, результатом которой стал убойный альбом Carnival is Forever. И сейчас группа работает над 6-м полноформатником, который можно будет услышать в сентябре этого года. Будем ждать этого события и надеяться, что Воггу еще надолго удастся сохранить непоколебимый дух Decapitated. Ну а третьей группой на сегодня станет французская команда, появившаяся в 1996 году под названием Godzilla. Ну а сейчас имя ей Годжира. Вот у Годжира дела с составом вообще радужнее некуда. С каким лайнапом она появилась 18 лет назад, с таким и остается по сей день. Ну а имя этим героям постоянства Джо и Марио Дюплантье, Криштиан Андре и Жан-Мишель Лабади. Ну и как вы уже догадались, Джо и Марио являются братьями. Первый играет на гитаре, а второй на барабанах. Хотя иногда они норовят нас запутать. Фронтмен Годжира Джо может показаться вам знакомым. С 2007-го он 3 года играл в группе Cavalera Conspiracy, которую, кстати, также возглавляют 2 брата, Макс и Игорь, собственно, Cavalera. Ну а в 2010-м он опомнился и снова полностью сконцентрировался только на своем проекте. И это правильно, чем больше Годжира, тем лучше. Материал у них крайне самобытен. Братья Дюплантье и Ко виртуозно используют вроде бы незамысловатые гармонии, которые в их аранжировке звучат просто запредельно.
И возвращаясь к незамысловатости, обложки альбомов Годжира, пропитанные духом минимализма, но в то же время такие душевные и наивные, это также работа Джо. Играет на гитаре, поет, рисует артворки. Молодец, чувак. Но не все лавры фронтмену. Стоит вспомнить о том, кто сидит позади всех, а барабанщики – Марио Дюплантье. Что первый высекает из гитары и рта неистовые звуки, что второй месяц за всю хурму. Я давно не видел таких наичитчайших двоек в бочке. Стоит также сказать, что лирика Годжиры затрагивает темы проблемы окружающей среды. Что-то похожее уже было в МММ у группы The Agonist. На этой почве доставляет связь наших героев с организацией Sea Shepherd, которую кто-то даже умудряется считать террористической. Они атакуют, берут на абордаж и топят суда, которые занимаются незаконным промыслом китов, акул, тюленей. Ну клево же. Один из кораблей Sea Shepherd даже носил имя Годжира, а сама группа направила в адрес этой организации деньги, собранные с выпуска сингла All Blood and Salt. И еще одна тема про Годжира и китов. Быстренько. Однажды участники группы посетили магазин в Тель-Авиве, где один паренек, видимо одухотворенный известным ютубовским мануалистом, исполнил кавер на песню Flying Whales. Как исполнил? Руками. Что мы имеем в итоге? Как видите, братский металл – это не название очередного мановаровского трека. Просто семейные узы такого рода порой дают начало весьма интересным проектам, что нам сегодня на деле доказали группы Septic Flesh, Decapitated и Годжира. Смею напомнить, что мы тут в каждом выпуске разыгрываем халявные диски, просто нужно угадать клип по скриншоту. Но тут вот конкурс из предыдущего выпуска так и не разыгран. Так что клацайте вот эту кнопочку, смотрите прошлое видео МММ и угадывайте, из какого клипа взят этот таинственный паукан. Ну и вдогонку, вот вам еще один скриншот. И будьте так любезны, друзья, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Немного перефразировав Нила Армстронга, это маленький шажок для вас и огромный прыжок для Metal Music Madness. Ну правда ведь, лайк, подписаться, рассказать друзьям, проще некуда, а я вам за такие вещи бесконечно благодарен. С вами был Миран. До связи.